Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Телец. Таро расклад. Что прояснится? Таро прогноз. Цыганский старинный пасьянс. Ближайшие события июня. События будущего. И я благодарна за ваши добрые комментарии, за ваши отклики, за вашу искренность, мои дорогие. Мне очень приятно читать, когда вы описываете свои ситуации, насколько это проигрывается в вашей жизни, за вашу поддержку моего творчества, моего канала и в целом, что смотрите мои видео и читаете мои публикации. Июнь – первый месяц лета, и доброе небо июня требует терпения от нас, научиться смотреть далеко вперед, изменить образ мышления, решиться на что-то, возможно, это какие-то радикальные перемены, какая-то реструктуризация вашего отношения к жизни, а может быть и конкретно графика жизни. Не лишайте себя радости, мои дорогие тельцы. Отпускайте то, что вас может раздражать или пытаться от вас, словно оттолкнувшись, уйти из вашей жизни. Будьте добрее к самим себе. Мы ведь все будем вынуждены адаптироваться к новым правилам игры, как и во второй половине 2025 года, но я больше вижу в 2026. Итак, давайте узнаем. Пока у нас июнь, и правда добрые транзиты, особенно для вас, это настолько волшебно благоприятное время, и это не значит, что это само по себе как манна какая-то у нас, да, с неба, но это когда в спокойной обстановке мы можем что-то для себя прояснить, обдумать, возможно, и проанализировать, или по части личной жизни, тут у вас может тоже проиграться какая-то история, в которой больше будет ясности, понимания, или вот проясниться мы говорим, да, и у нас сегодня старинный цыганский пасьянс. Итак, что нам сначала подскажут карты пасьянса, а потом мы дополним на картах Таро. События ближайшего будущего. Каково это будущее? Что вам нужно услышать, узнать или принять во внимание? Перемены. Причем добрые перемены. Вот часы, когда совпадают, это что-то доброе, радостное пытается войти в вашу жизнь. И, кстати, это даже если вы сейчас находитесь, ну, в каком-то сложном состоянии души, пытаетесь решить какую-то проблему, просто знайте, что это не мрачное время или не то время, когда мне нужно вот настаивать на чем-то или вот прямо, знаете, вот упорствовать. Нет, тут нужно, может быть, и отпустить что-то. Или отпустить как вожжи, да, или как хватку отпустить и посмотреть с другой стороны, потому что, возможно, эта проблема решится сама по себе. Или вообще, как бы она уже решилась, но вы этого не видите. Или принять какую-то данность. Может, она нам и не нравится, но тем не менее у вас победа, флаг и добрые перемены. Идем дальше. Пока не вижу совпадений. Открытый путь. Вот вы куда-то думали, что у вас закрытый путь, а у вас открывается этот путь. Пусть это будет связано с решением вопроса совершенно как-то по-другому. Открытый путь к прочному союзу. Это может касаться у кого-то и личной жизни, да, я говорила об этом до карт. Но это может касаться еще и решения каких-то вопросов по части работы. Вполне вероятно, что предшествовали какие-то недопонимания или была ссора, мои дорогие. Такое я допускаю. Вот этот меч, он может еще и касаться ваших собственных эмоций, как неприятие чего-то нового. Или вы не хотите, чтобы оно было так. Возможно, это вам придется вот некоторые перемены в собственной душе произвести. Изменить отношение к жизни, может быть, в целом, или к тем событиям. Это очень будет важно именно для вашего знака зодиака. К тому, что мы не можем изменить по обстоятельствам. Над чем или над чем мы сами-то не сильны.
Мы не влияем, мы говорим, на события непреодолимой силы или на ту ситуацию, которую мы проживаем даже, да, я имею в виду именно больше какой-то порядок, систему или мироуклад, может быть, правда, мы с вами люди, но понятно, что Таро прогнозы смотрят не сильные мира сего, поэтому на более таком нашем бытовом уровне увидеть, насколько нам какое-то действие помогает, или, может быть, какой-то вопрос мы в нем упорствуем, а он уже нас каждый раз как будто жизнь ставит в тупик, и какой-то заслон перед нами, стену воздвигает, говоря, тебе туда не надо. Вот вокруг себя самого стены мы не строим. Мы готовы к общению, к диалогу, это будет очень важно в июне, но и принимаем тот факт, если что-то не может быть продолжено. А может быть, это ваш метод отношения к делу, к решению вопроса или конкретному человеку. Вот тут мы пересматриваем. И это для вас открывает вообще новые перспективы. И есть какой-то союз, мои дорогие, который просто должен быть продолжен. Может быть, это какие-то бонусы те, которых вы прежде не видели, или то, что через контакты с людьми для вас было или казалось, что нет, вот я так не хочу, чтобы это продолжалось. Или наоборот, вы уже приняли даже решение что-то завершить, а тут оно возьми и начнет продолжаться. Или как второе дыхание откроется. Правда, тут вот именно ваши я больше вижу ваши отношения, потому что и нож выпадает, а еще и скрещенные мечи. Обратите внимание, в этом пасьянсе они у нас возле, где острие находится, перевязаны как будто. Нет ни колющего какого-то эффекта. То есть мы себя сдерживаем. Почему часто это значение, оно трактуется как внутренние сомнения, внутреннее несогласие. Мы не хотим, чтобы было так. Вот то, что вы не хотите, у вас прояснится. Или вполне вероятно, вот эта метаморфоза. Вы уже с чем-то определились, а тут получается, что нужно это продолжать. Вполне вероятно, вы определились, что вы это завершаете, а тут вам придется быть дипломатом, мои дорогие, быть в более гармоничных энергиях, как и с людьми, или в решении какого-то вопроса. Иначе, если мы, где-то упорствуем на своем, как поезд дальше не пойдет. Здесь через взаимоотношения, через диалоговые формы для вас более добрые энергии входят в вашу жизнь и привносят вот эти добрые перемены, если мы говорили, в принципе, о переменах. Поэтому здесь не все так однозначно, как думали мы прежде. Или, может быть, как, знаете, даже ваше внутреннее состояние души, это вы уже определились с отношением к конкретному человеку, а здесь тоже человек откроется с новой какой-то стороны или с новыми качествами душевными, вы его можете узнать. Но, видимо, по пасьянсу вот эти энергии сомнений, они еще у вас останутся. Но это и неплохо, надо сказать. Тут самому себе не навредите, ведь тоже будет важно, потому что, как мы говорим, всем придется адаптироваться к новым правилам игры. Вы просто можете чувствовать это наиболее остро, поскольку Уран еще пока в вашем знаке зодиака, но вот уже в июле он пытается перейти в знак Близнецов. Это продлится до ноября. И потом он обратно вернется, Уран, в ваш знак зодиака с 9 ноября. И останется там до 27 апреля 2026 года. Я не останавливаюсь подробно, мои дорогие. Я вам оставлю ссылки в описании под видео. Переходите на мой сайт, кому интересно узнать поподробнее. Сравните ваши планы с небесным расписанием, звездным расписанием, и я думаю, подсказок будет больше. Пока я с вами говорила, я смотрю, что мы можем еще соединить, и в нашем пасьянсе мы можем соединять крайние ряды по вертикали и по горизонтали. Ангел. Вот все не случайно в вашей жизни. Поэтому даже если кто-то возвращается, не вы сами притягиваете, да, как насильно, нарочно, а вот так складываются обстоятельства, или для вас своего рода это сюрприз какой-то может быть, то, знаете, это как поддержка высших сил и ангела. Словно ангел наблюдает за вами и желает, безусловно, вам как и добра, так и добрых перемен. Но, может быть, было какое-то ожидание.
Может быть, это даже вот длительное ожидание. Я складываю, чтобы вы увидели дерево, листва, да? Это и есть ожидание. Но вот теперь открывается путь. Что-то у вас действительно проясняется, мои дорогие. И больше ясности. Причем в таких спокойных энергиях. Но внутреннее чувство несогласия, оно все-таки присутствует. Будьте еще внимательны к такому факту. Посмотрите, цыганка, да? Ну, имеется в виду не сама цыганка, а просто изобразил художник в виде цыганки. На самом деле называется это просто лицо. Имеется в виду человек, которого мы недостаточно хорошо знаем. И вот эти метаморфозы, как я уже сказала, могут быть по части некоторых персонажей, когда, дай бог, чтобы человек открылся с какими-то новыми положительными качествами, но вы-то можете ему не верить, кстати. И вполне вероятно, вы правильно делаете. Вы позвольте, не отталкивайте, если вот будет для кого-то из вас такая ситуация, что человек возвращается с каким-то предложением или словно пытается войти в реку дважды. Вы его не отталкивайте, но выводы, мои дорогие, делайте. Все-таки так будет правильно, потому что есть у нас еще мечи, и стало быть, еще что-то не развилось до конца. Больше совпадений я не вижу, поэтому идем с вами дальше. И давайте дополним картами Таро. Что нам они подскажут еще? Что прояснится, мы спросили, как тема расклада. Вот давайте узнаем, что же для вас, тельцы, прояснится. Прояснится в июне. Вторая карта – неожиданности. Добрые события. Что вас приятно удивит или обрадует? И давайте спросим, какое продолжение следует, к чему все идет. По основным сферам жизни посмотрим энергии, вот которые связаны именно с каким-то событием или с прояснением. Как это будет отображаться в делах, работе, в бизнесе, или, может быть, учеба у кого-то, документы, денежная ситуация. И в личной жизни, чего будет, что касаться, что же у вас прояснится. Ну, вы идете вперед. Всегда тройка пентаклей – это карта раскрытия собственных талантов, творчества, рост вашей популярности, способ заработать деньги. Причем тот способ, который для вас, ну, с каким-то новым моментом или с новыми вашими действиями, решениями одновременно совпадает. Потому что карта, с одной стороны, уже ученика, который вроде себя в чем-то попробовал или уже основы чего-то знает. Но вот то продолжение, которое последует, оно все равно идет либо с дополнениями, либо вы сами себя несколько перестраиваете. И вот что бы тут ни было, или пусть это будет какая-то адаптация по вашей занятости, по той профессии, в которой вы работаете, трудитесь. Ну, может быть, вы уже профессионал, дипломированный, да, но, значит, это могут быть внешние события, меняться может и график работы, это желание построить карьеру, твердое намерение процветать и себе не помешать и добиться успеха, но элемент новизны, вот что прояснится, словно куда идти дальше. Вот так. Тут что-то очень серьезное может проясняться. И, мои дорогие, если вы решите заняться даже тем, чем вы прежде не занимались, к примеру, начать изучать какие-то цифровые технологии, изучать иностранные языки, изучать язык программирования, ну или любая другая сфера деятельности, занятости, обучения, которая вас именно вдохновляет, не гоните от себя. Для вас это может быть путь к успеху, путь к изобилию, к процветанию. Вот такая подсказка. И здесь именно проясняется этот момент. Неожиданности, выбор. Ну вот, наверное, вот эти вот, как и нож, так и мечи скрещенные. Тот выбор, который нужно сделать, с одной стороны, сердцем. Но где-то и не лишена эта карта рационализма, потому что иногда мы называем семерку кубков, ну или чашка в этой колоде, картой иллюзий. Не должно быть никаких иллюзий. Но и нельзя пока отказаться. А вполне вероятно, мои дорогие тельцы, это вы себе просто составите как неожиданность план А, план Б, план С. И будете пробовать себя в одном деле. Не получилось, не пошло, может быть, переключитесь на что-то другое. Через опыт кто-то из вас, потому что предыдущая карта нам об этом говорит, через опыт приходят знания. Или в чем я могу
процветать, может быть и так. Но выбор, он присутствует. Не исключая, что у кого-то выбор и по части личной жизни. Мы все разные. Добрые события, ну правда, сама по себе карта добрая, вдохновение, эмпатии, гармоничной обстановки вокруг вас, конкретного человека, который может вам дарить комплименты, знаки внимания. Нам это все приятно слышать, видеть, принимать, но все-таки рыцарь чаш не говорит, что это будет длиться долго. Карта дает совет. Учись вдохновляться моментом, учись радоваться этому моменту. Пока не строй каких-то грандиозных замыслов и планов, к примеру, по части личной жизни, если это новый знакомый, ну или знакомая, но и не отталкивай от себя. Впусти в свою жизнь радость. Для вас это будет иметь принципиально важное значение. Позволь себе отдохнуть, позволь себе куда-то путешествовать, кстати. Все-таки рыцарь – это перемещение, и может быть для вас у кого-то это будет творческий проект, который перед вами словно мир откроет возможности. Вот почему будет важно не отказаться. Не быть где-то во власти предубеждений, мои дорогие тельцы. Да попросту не прошляпить что-то. Или, может быть, если вы во власти предубеждений, что отношения должны строиться вот именно таким образом. Может быть такое у тельцов. Хоть вы и люди очень добрые, лояльные. Но, наверное, предыдущий период, 7 лет нахождения Урана в вашем знаке, он сменил, может быть, даже где-то снес какие-то прежние шаблоны и заставляет вас перестроиться. И вот, наверное, себе в первую очередь не навредить тем, чтобы, знаете, так вот безапелляционно кому-то сказать «нет». Вот я не вижу. Все-таки энергии июня нам больше говорят, что сепарация – это иллюзия, а больше нам помогает, когда мы умеем договориться. Вот это все то, что вам как и помогает, так и способствует добрым событиям и добрым переменам. К чему же это все идет? Выздоровление. Пусть не в этой колоде прописанная карта, но в принципе, вот обратите внимание, мне нравится, как в этой колоде прорисована тройка мечей. Хоть часто с негативом каким-то, ну, воспринимается, а ведь на самом деле это не то, что в данный момент происходит. Это всегда карта прошлого. Это у нас раньше вот был, знаете, такой крик души от боли. Или была какая-то ситуация, с которой, ну, вообще мы столкнулись, и ничего подобного мы не предполагали. Очень часто проходит как и предательство, или вот те события с непреодолимой силой, на которые мы не влияем, внешняя какая-то история, может быть, с какой-то утратой даже у кого-то она была связана, или с утратой надежд моих, дорогие. Может быть, это были какие-то ожидания, может быть, если по части личной жизни были и обещания, но что-то пошло не так. Это нас неимоверно больно ранило. Но теперь мы уже, знаете, как со здоровым равнодушием смотрим на прежнюю историю. И вот это сердце, которое было изранено, оно теперь не болит. Да, вот эти нити в прошлое, они остаются. Да, и сердце нам заштопанное показывает. Но шрамы, они останутся, они никуда не уйдут. Сердце не будет болеть, но какой-то опыт прошлого нам не дает замечтаться. Вот это точно, вот эти мечи. И оставьте как ситуацию из прошлого, именно как ситуацию. Не травите прежние раны, дайте им действительно зарасти. Не пытайтесь, может быть, сделать очередной реванш или, настаивая на своем, ну, как какое-то дежавю повторить. Это время делать правильные выводы, мои дорогие. Вот к чему все идет. От того, какие вы выводы сделаете, и как вы будете, знаете, вот со здоровым равнодушием, может быть, продолжать какие-то отношения, участвовать в какой-то работе или, ну, где-то скоординировав ваши планы. Все-таки тут вот эта прошлая ситуация, она вас чему-то научила. И не все бывает однозначно. Иногда мы могли попасть вот в эту именно сложную обстановку из-за того, что мы были уверены, что этого не произойдет никогда. А теперь для вас подсказка, а ты и ожидай этого. Где-то мы с вами, когда я говорила по пасьянсу, мы уже это с вами обсудили. Вот эти шрамы или раненое сердце когда-то, или этот прежний грустный опыт вам теперь буквально помогает. Но к чему все идет?
какая-то прежняя история для вас проясняется. Это факт. Но вы на это смотрите новыми глазами. И даже, может быть, для чего все это было словно нужно, да, вот какой-то прежний минусовый опыт. Может быть, даже то, что для вас было со знаком минус, все-таки есть там какой-то положительный момент, несмотря на тяжесть эмоций, что вам открывает дорогу в будущее. Что же с этим сопряжено? Дела, работа, бизнес. Вот смотрите, вам нужно изменить направление, правда? Нам девушка показана, она смотрит в одну сторону. И чашу-то нам подают совсем с другой стороны. Она туда даже и не оглядывается, даже не предполагает, что возможности приходят неожиданно и совсем не оттуда, откуда мы это ждем. Для вас, может быть, была некоторая пауза, всегда четверка чаш или четверка кубков. Это для нас какая-то статика, ну, как любая четверка, как ничего не меняется. И здесь это может быть подсказка в том, что у тебя в июне есть какая-то возможность, но ты можешь сам от чего-то отказаться. И вот эта карта, которая тройка мечей, вам действительно придется какой-то сложный делать выбор. Все карты об этом говорят. И пасьянс тоже. Вы от чего-то уже отказались. Вы уже расставили все по местам для себя. И вдруг метаморфоза. Что-то, как из прошлого, может возобновиться с новой силой. Или какая-то история вновь приходит, спешит на ваш порог, в вашу жизнь, для того, чтобы еще более проясниться. Или, мои дорогие, это, пожалуй, самое главное, для вас появляются возможности совсем не с той стороны, как вы ждете, а они появляются именно там, где вы уже поставили точку и уже вообще перестали что-либо ждать. Может быть, это ваше участие по работе, может быть, это сопряжено с каким-то творческим проектом. И мы не говорим, что мы сели и ждем, когда человек из прошлого вернется и расскажет нам о любви. Нет, все-таки основано это на каком-то опыте со знаком минус. И все карты передают, что выбор вы будете делать, но как будто в эти добрые перемены мы идем с каким-то необходимым багажом, даже если этот багаж со знаком минус, он нам помогает. Финансы. Какова же вот в связи с этим совсем финансовая история по справедливости? Ну, правда, тут что-то произошло не случайно. Но будьте внимательны, потому что всегда этот аркан требует от нас предельного внимания и по части документов, может быть, подписания каких-то важных бумаг, соглашений, в том числе банковских. К примеру, если вы хотите взять кредит, оформить или, наоборот, погасить. Здесь, с одной стороны, вам будет помогать, когда вы делаете что-то по закону, прописываете на бумаге. Но и сами, понятно, почитаете разным шрифтом и все обдумываете, может быть, и подсчитываете математически, все же материальные вопросы, правда, по деньгам. Это в целом ваше благополучие. Так вот, благополучие ваше строится отчасти, когда все идет по закону, когда все согласовывается с какими-то постулатами, может быть, приказами, которые соответствуют той местности, в которой вы находитесь, или когда вы получаете какие-то важные документы. Есть вот то, что приходит как данность, и это мы изменить точно не можем. У вас есть вещи, которые изменить вы можете, или отношение к чему-то вы точно можете изменить. Но все же есть и то, с чем придется считаться, придется учитывать. Иногда по этой карте нам говорят, если мы про финансы, может какой-то человек вам прийти на помощь, к примеру, причем тот человек, от которого вы не ожидали, кстати, этой помощи. Почему? Потому что всегда это как аркан кармы, причина и следствие. И высшие силы помогают, если, мои дорогие тельцы, вы когда-то прежде сделали что-то хорошо, помогали, а вы, правда, вы много помогали. Вот здесь пространство может откликаться помощью с неожиданной стороны. Поэтому рассматривайте разные варианты, и это может касаться именно финансов. Изменение какой-то ситуации. Причем изменения, когда вы этого не ждете. Вам придется что-то просчитывать, себя на что-то новое адаптировать. Конечно, аркан может символизировать и другую историю по финансам, как какой-то дежавю. Это, знаете, вот не случайно у нас карта сдачи экзамена. И ведь может быть, как судьба нам дает экзамен по какой-то прежней тоже, опять же, обстоятельствам, ситуации, обстановке,
когда мы, если сделали что-то не так, словно не прошли вот эти уроки, не сдали жизненный экзамен. Нам судьба может его заново повторить. Поэтому будьте внимательны. Здесь какой-то баланс, безусловно, ваш, как и внутренний, так и через диалоговые формы. Я говорила, сепарация вам точно, или разделение, разобщение, или просто какой-то конфликт вам ни разу не поможет. Здесь вам помогает, как вы умеете договориться. И это даже в реальной жизни по деньгам. Личная жизнь, перемены. Ну, с одной стороны, какие-то барьеры, препоны, они рушатся, потому что прообраз башни – это тюрьма. Это то, что нас сковывало, сдерживало, не давало возможности идти вперед. Вот это все падает. Но, в принципе, в личной жизни здесь могут быть какие-то неожиданные новости. Все же это старший аркан. И они будут связаны, к примеру, с решением конкретного человека, которого вы не ждете. Или вы узнаете тоже какую-то, может быть, информацию, может быть, и это связано не совсем с персоной, а внешние обстоятельства, вот как башня. Чаще ведь старший аркан именно внешняя обстановка. Хотя, да, тут могут быть и решения персон или людей, но это не ваше решение, а учитывать то, что вам говорит, или как собирается действовать конкретный человек, или какая обстановка вокруг вас складывается – то это совершенно необходимо. Это сама по себе карта трансформации. И поэтому по части личной жизни тут тоже какие-то трансформационные процессы, которые будут больше связаны именно с тем, что вы слышите, видите, или то, что вам пытаются транслировать, или с тем, что происходит вокруг вас. Здесь самое главное – открыть глаза и не замечтаться, правильно что-то рассчитать. И это личная жизнь. У кого-то это могут быть вопросы, связанные с семьей. Или пусть у вас даже нет семьи. Значит, для всех, для каждого из вас, мои дорогие тельцы, здесь тоже происходят какие-то перемены трансформационные. Когда вы, с одной стороны, можете даже из какой-то минусовой ситуации, если таковая имеется по части личной жизни, что-то пересмотреть, как будто перестроить себя самого на добрые перемены. Или, может быть, решиться куда-то переехать или поехать. Или для кого-то выход из вот сложной ситуации, мои дорогие, когда вы возлагали большие надежды именно на своего партнера, да, или какую-то взаимную помощь, поддержку, здесь тоже могут разрушиться. И вот этот может быть как ломка шаблона или какая-то перемена для вас, пусть неожиданная, она тоже ведет к другому качеству жизни. И может даже для кого-то карта говорит, ты не надейся на того, кто никогда не придет. Ты перестань ожидать того, кто не способен откликнуться. Тут нужно принять какую-то данность и правильно действовать. И вот эта тройка пентаклей как раз и говорит о моменте перехода между прошлым и будущим. И, может быть, хватит где-то думать о том, что не удался какой-то мой проект в личной жизни, а вот эти ваши собственные силы направить на творчество или направить на преодоление какой-то финансовой сложности и бреши, буквально, может быть, и больше работать, или как-то перестроить себя в плане работы. Есть тут взаимосвязь всех сфер жизни. Ну, достаточно так сложновато. Давайте я достану еще одну карту. Что это может касаться чего, да, вот эта башня? Ну, выпадает ваша карта, поэтому, может быть, как раз вот это прообраз тюрьмы, мои дорогие тельцы, говорит о том, что не было бы счастья, да несчастье помогло. И у кого-то вот эти добрые перемены и будут с этим связаны. Король Пентаклей, хоть меня смотрят и девочки, значит, это вы будете где-то более мужских, рационально четких энергиях. И просчитывать, и прикидывать, и на себя какую-то ситуацию примерять. Годится, не годится. Или, ай, ладно, дай попробую, но при этом буду внимательна. Вот и такой момент может быть. Но, понятно, для мужчин здесь тоже стабилизация какого-то вопроса. И на самом деле высшие силы, вот как этот ангел, да, вам помогают. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые тельцы. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.